В этом видео вас ждет кардинальное улучшение боя Кенпачи и Грэмми, исправление ошибок, иногда даже совсем дурацких, ну и, конечно же, то, ради чего вы кликнули на это видео. В чем разница между тем Бличом, который смотрели вы, и его импрувнутой версией на диске, вы узнаете от меня, амбассадора сравнений стиля, ведь вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Для начала по классике стоит напомнить вам, что у подавляющего числа аниме существует две версии. Первая — это та, которая выходит на японском телевидении и стриминговых платформах. И именно ее зрители клянчат каждую неделю. И так как у серии есть дедлайн, то и аниматоры иногда делают серию чуть ли не в последний день. Вам расскажу страшную тайну, но в любом аниме просто прорва косяков. То меч в руке не нарисуют, то кровь забудут, то анимация ходьбы застопорится, а иногда и вовсе черновая анимация лиц попадает на телеэкраны. Так вот, через несколько месяцев после завершения аниме выходит в продажу версия аниме на Blu-ray дисках, где уже исправлены найденные ошибки, а еще там лежат опенинги и эндинги без надписей, различные дополнительные материалы, буклетики с дизайнами персонажей, словом, настоящее коллекционное издание. И стоит такая коллекционочка Блича 24 тысячи йен, что по текущему курсу 15 тысяч рублей и без доставки в Россию. Если вы смотрели мои предыдущие сравнения, то знаете, что я их делаю посерийно, поэтому пользуйтесь тайм-кодами для более легкой навигации. И сейчас вы удивитесь, но первая, она же 14-я серия второй части Блича осталась без изменений. На самом деле ничего неожиданного. Она была готова раньше всех и поэтому вылизана до идеала. В 15-й изменения начинаются во время боя Баз Би и Тоши. Для тебя, капитан Хицугая. Ух, как давно я не шутил эту шутку. Первое изменение. В этой сцене поправили отцветы пламени на пальцах База. Следующее изменение. В ТВшке Мацумото держит в руках клинок почему-то красного цвета. В Blu-ray же он хотя бы покрыт пеплом. Вообще, во всей сцене перерисован пепел. Теперь он менее зернистый и более пепельный, что ли. Также он стал светлее, даже в замороженном виде. Следующее исправление произошло во время боя Амаэды и штырьевого террориста BG-9. По непонятной причине в ТВшке один из штырей, которыми робот проткнул Амаэду, был обломан. И еще одно мелкое исправление. Когда на помощь горе-лейтенанту приходит Сайфон, Амаэду и Маричио слегка отодвинули. Зачем? Чтобы я сделал этот эдит, очевидно. Ладно, там еще графику во время удара подсветлили для лучшего эффекта, но это тоже мелочи. Тут вы спросите, а нафига я вообще рассказываю про это? Ну, во-первых, это дотошное сравнение, ага. А во-вторых, как мне кажется, копая такие мелочи, я становлюсь ближе к аниматорам, тому, как они делают свою работу и как ими распоряжаются режиссеры. Например, пришло же в голову кому-то в этих 5 кадрах дорисовать частицы разрушаемого здания, чисто для красоты момента. Или вот здесь добавить льду больше льдистости. Ну вот, а вы про них даже и не знали, то-то и оно. При этом они тоже люди и тоже косячат. Вот, например, одна из сцен боя База Би и капитана Хицугаи. Во время бегства беловолосый держит меч в руках, но на следующем плане он снова в ножнах. Кто-то это заметил и в Blu-ray убрал гарду из края экрана. Молодец! Но при этом, когда Баз поражает противника 2 пылающими пальцами, Хицугая и в ТВшке, и в Blu-ray падает с мечом в ножнах. Кто-то на студии не доглядел этот ляп, а я про это узнал. А теперь знаете и вы. Вот это я и имею в виду, когда говорю про близость к аниматорам и их работе. Давайте переходить к следующей серии. Эту серию я бы назвал серией частиц, ибо тут подавляющее большинство изменений — это украшательство. Но первое изменение по хронологии — это исправление косого пола в бывшем технологическом отделе во время разговора Урахары и Маюри. Видимо, Квинси никудышные строители, раз за ними пришлось полы выравнивать. Это что за хрень? Начальники, мы хотели, делали, красивыми ли, но все. Дальше скромный владелец магазинчика рассказывает про пилюли, и когда их находят Икаку и Юмичика, в ТВ-версии зачем-то покрасили шнур на ножнах Мадарамы в белый цвет. Это исправлено. Дальше нам показывают бой капитана Хицугаи против Квинси Китайца, и шикарный пустифицированный Банкай Шира в Blu-ray стал еще шикарнее, с добавлением видоизмененной текстуры льда. Вот вам еще и дополнительно скриншоты, чтобы вы могли его
его рассмотреть. Вы же помните, что эта серия хайпилась появлением в аниме Банкая Хирака Шинджи? Так вот, эту сцену тоже улучшили. И не самого Хирака, а скорее рядовых Квинси. Теперь их луки не выглядят одинаковой синей массой Риацу, а разделяются на сам лук и стрелу. А когда Челкастый заставляет своим банкаем Сакашима, Йокушима, Хаппа, Фусагари убивать друг друга, то мечи и стрелы из Риацу теперь не выглядят как четко очерченные вещи, а более размытые, как и положено оружию из энергии. Эх, а ведь когда-то мы смотрели на вот такие стрелы. Кстати, вам нравится больше графика в ТКВ или в оригинальном Бличе? Напишите в комментариях, будет интересно почитать. Ну и еще мелкое изменение. Банкай Хирака во время работы испускает розоватый не то газ, не то туман. Так вот, в Блю-рее слегка поубавили его цвет, чтобы Шинджи, нарезающий Квинси, сильнее выделялся на его фоне. Идем дальше. Вот тут прыгающий сверху Маск де Маскулин теперь имеет тонкие линии вместо толстых, оставшихся от черновой версии анимации. Дальше идут два исправления глубины кадра. Вот здесь Маск стоял неправильно, но это мелочь. А вот здесь Саканада Шинджи во время его ходьбы внезапно проходит сквозь камень. В Блю-рей версии это исправлено. Что еще поменяли? Так это эпичное приземление Камамуры перед лучшей девочкой Квинси Бомбиеттой Бастербейн. Когда же Хирака использует на Бамби свой Шикай, она бесится и кастует, и разлетающиеся от нее бомбы в Блю-рее перерисованы на более красивые. Теперь они состоят из куда большего количества частиц, а поверх этого поменяли контраст, из-за чего вся сцена выглядит лучше. После взрывов же снова добавили больше пыли и частичек камня в воздухе. Также перерисовали и удар, который нанес Икаку прямо в лицо Маску. В Блю-рее он тоже стал куда богаче и сочнее. На стоп-кадре это отлично видно. Серия завершается массовым включением фольшей, и в Блю-рее перерисован фольш бомбиеточки. Теперь на нем есть четкая текстура, а нимб на голове больше не выглядит кашей, а имеет внутренний узор. Сцена эпичная, так почему бы не сделать ее лучше? А еще лучше прийти ко мне на Twitch, где мы будем пересматривать этот кур Блича в лучшем переводе. Каком именно? Так у меня же видос на Бусти лежит, где я сравнил все озвучки и субтитры и выбрал лучший. Прийти на Twitch и подписаться на Бусти — это не ошибка. Обе ссылки прямо под этим видео. 18-я серия. И в самом начале поправили ляп с цветом цепей, которые вплетены в волосы Никакуны. Без шуток, ее так зовут. Она сестра Маши Ракуны, если что. Дальше подсветили нажатие кнопки. А теперь смотрите внимательно. В ТВшке очень сильно накосячили с одеждой и ранениями Маска в бою против двух капитанов Вайзардов. Итак, считаем повреждения. Множественные удары от Кенсея в живот и удар в плечо. Но вот уже в следующих сценах Маскулин снова щеголяет в неповрежденной одежке и с неоторванным рукавом. Или повреждения есть, но нет крови. Поправили ли это в Блю-рее? И да, и нет. В некоторых сценах все повреждения восстановлены и дорисована кровь там, где она должна быть. Но и ляпы тоже остались. Сейчас вы на сравнительных скриншотах сами можете это увидеть. А подписчики моего Бусти смогут скачать архив со всеми скринами из этого видео и посравнивать сами. Еще поменяли освещение в сцене включения фольша Маска. Ну и под конец серии в Блю-рее поменяли лицо Хашвальта, потому что в ТВ он был сам на себя не похож. Теперь пафосный Юграм еще более пафосен. И мы переходим к 19... Нет, в 19 серии нет изменений, зато есть в 20. Серия почти целиком посвящена бою Кенпачи и Грэмми, и здесь целых 41 измененная сцена. Придется мне ускориться, или видос займет полчаса. Барьер над ранеными капитанами получил текстуру. Подсвечены удары Ячеру в попытке найти Штернриттера Ви. Сам Гинель теперь менее невидимый для зрителя, потому что в ТВшке он почти сливался с фоном. В нескольких сценах полностью перерисованы тени и отцветы на персонажах, в основном на Ячеру. Как по мне, стало лучше, ведь в некоторых местах персонажи выглядели плоскими. Где-то размыли фон, изменили освещение, а здесь Вайзард лежит правильного размера. Вот здесь добавили барьер, который в ТВ-версии забыли нарисовать. Исправление света и теней, добавление блюра, здесь тоже улучшение сцены. Вот здесь добавили пыли и здесь.
И только сейчас мы подходим непосредственно к бою Зараки и Грэмми. Вот тут однотонная куртка Грэмми стала иметь форму за счет теней. Вот здесь отблеск почему-то был на черной части меча. А вот тут эпичный кадр с Зараки изменили, поставив его ровно по центру. А еще поменяли градиент в надписи в середине серии. Добавили текстуру на меч. Вся сцена, в которой Зараки разрубает огонь Грэмми, улучшена. Вы сами видите это на сравнительных скриншотах. Затем Грэмми заключает Зараки в куб воды. И эта сцена значительно улучшена. Теперь вода сильнее отделена от фона путем добавления синего цвета. А во время импровизированного дождя на поверхности каменного куба образуются лужи. Но Кенчика так просто не убить, и он вырывается из заточения. Здесь подсвечены трещины во время удара. А вот здесь поправлено положение персонажей в сцене. Дальше Грэмми атакует каменными колоннами, но Зараки с легкостью их разрубает. Вся сцена улучшена. Добавлены мелкие частицы и подсвечены летящие обломки. А вот здесь поправлен ляп с курткой Грэмми. Затем Грэмми стреляет в Кенпачи со всех стволов. И эта сцена тоже улучшена. Ты устал? А ведь это только половина всех изменений в серии. Этот бой является центральным и самым эпичным боем Да ну и... Прямо во время записи, ни раньше, ни позже. Этот бой является центральным и самым эпичным боем всей второй части. Прямо как Ямамото против Яхве в первой. Наверное, поэтому его так кропотливо улучшают. А если вы хотите узнать, как офигенно изменили битву двух дедов, то сейчас справа сверху вылезет подсказка на предыдущее мое дотошное сравнение. А вот тут самое смешное изменение, когда Грэмми превращается из микрочелика в себя самого. На самом деле я даже не знаю, стоит ли пояснять каждую пару кадров в сравнении. По-моему, очевидно, что серия прям похорошела в Blu-ray версии. Казалось бы, все это мелочи, но сколько же было вложено усилий, чтобы улучшить любимый сериал. Особенно учитывая то, что все изменения в Blu-ray версии делает один человек, режиссер анимации. Он сам лично все это красит и дорисовывает. Откуда я это знаю? Да просто я брал интервью у нашего отечественного аниматора, 19-летнего парня, который уже работает на японские студии и рисовал магическую битву, реинкарнацию безработного, ну и Блич, естественно. В интервью он рассказал про то, как в Боруто рисовали анимацию в последний день, про то, как в Бличе убирали его анимацию крови и много чего еще. Где брать ссылочку, вы сами знаете. А тем временем все сравнительные скриншоты на этой серии закончились, и мы переходим к 21 серии. И здесь изменения коснулись только боя Ичиго с фемриттершами, которого не было в манге. Скорее всего, из-за этого он и не был доведен до ума изначально. Здесь добавили пыль, здесь у Ичиго правильный узор на шарфе, а вот сцена с Гальванобластом Кэндис перерисована и стала лучше. Когда же все девушки и один не девушка включают форс-штендинги, в Blu-ray версии добавлено больше свечения. А вот этот кадр очень примечательный. Теперь удар Менинас более яркий, но лицо Ичиго как было кривым, так и осталось. Видимо, решили, что на стоп-кадре будет незаметно, но Ксейлер заметил. Да, именно моему модератору Дискорда вы обязаны этим роликом, ведь он отсмотрел весь Блич покадрово, так что поблагодарите его в комментариях. Именно он высматривал все эти дополнительные частицы, или вот, например, ляп с отсутствием у Менинас крыльев и нимба в этой сцене. А вот здесь поправлено слегка кривое лицо Кэндис, а здесь уже лицо Лильтота исправлено на менее кривое. Еще немного переделок кривых тел. А здесь в ТВшке забыли Ичиго нарисовать блики в глазах. Изменения в следующих двух сериях сложно как-то скомпоновать вместе. Это просто улучшение графики в разных местах серии без привязки к какой-то конкретной сцене. Поэтому я, пожалуй, просто покажу вам их все, благо их не так много. И мы перейдем сразу к 24 серии, ибо ее вы все ждете. В ТКВ убрали очень много юмористических и эчийных моментов. В манге в этом месте несколько страниц посвящено такой эмоциональной разрядке, где Ичиго спрашивает, почему на Арихиме очень откровенная одежда. Та смущается и происходит глупое недопонимание. А потом приходит Юруичи и, светя труселями, втолковывает Ичиго, что к чему. Как и Персик Руки в первой части ТКВ, этот эпизод был полностью вырезан. А если мы берем аниме как канон, то
получается, что Ичиго и глазом не повел в сторону Орихиме. Однако существует фанатская анимация этого момента. Ссылку на нее я оставлю в описании. Тем не менее, в Blu-ray эта сцена перерисована. Нет, там по-прежнему не добавлено ни единого нового кадра, но теперь перерисована сама Иноэ. Теперь вырез между бубисами стал больше, но самое главное, ее поправили в целом по рисовке, потому как в ТВ-версии она сама на себя не похожа. Рисовали ее явно в спешке. Однако даже исправленный вариант не похож на тот дизайн, который задумывал Урахара в манге. Там он даже подчеркивает, что если прикрываться спереди, то бубисы выпадут по бокам, чего мы не видим. И осталось только сказать немного про Йоруичи, которая оставила нас без панцушота. Панцушот был, его можно было заметить в самом первом трейлере ТКВ. Вообще, этот трейлер уникален тем, что в нем можно увидеть как кадры, которые остались в аниме без изменений, как кадры со старым дизайном, как, например, та же Йоруичи, так и то, что там нет цветного неба, на которое многие плевались. Но меня понесло. Давайте поглядим, что еще поменяли в этой серии. В самом начале, во время разговора Ичибея и молодого Яхве, разделение экрана было не по центру. А когда показывают лабораторию, то сотрудники справа теперь не летают в воздухе. Эта проблема была во всей серии. Например, в этой сцене парил над землей уже Жерар. Ну и давайте я снова накидаю вам еще несколько пар скриншотов, для того, чтобы вы поглядели на то, как улучшали эту серию. Здесь есть все по классике. И подсветка важных вещей внутри кадра, и добавление частиц стало однозначно лучше, а мы переходим к последним двум сериям. Как вы помните, их показывали в один день. И учитывая то, что там добавили нереально много изменений относительно манги, можете поглядеть видео на эту тему по подсказке справа сверху, было очевидное падение качества и очень много косяков в рисовке. С них и начнем. Здесь в сюжете Ичибей проводит две линии перед Яхве, между которыми он умрет. Но буквально в следующей сцене ближайшей линии на причале просто нет. А через 20 секунд нам показывают Ичибея, и в этой сцене видно, что там нет и второй линии. Внезапным дождем смыло не иначе. В Blu-ray это пофиксили. А еще в ТВ-версии почему-то во время дождя на луже не было кругов от падающих капель. Это тоже исправлено. Здесь слегка перерисовали Саяфуши, Нимаи Оэцу. Здесь улучшили сцену с падающим Яхве, а во время стычки Исиды и Шутары ручкоголовому вернули на плащ его потерянный знак Квинси. Ну и стрела теперь имеет острие, а не выглядит безразмерным ромбом. В сцене, когда Аскин рассказывает про свою способность, сразу в нескольких местах убрана лишняя кровь. Кроме того, добавлена анимация того, как Аскин подносит руку к рту, потому что в ТВ-версии его рука будто бы заспавнилась сразу у рта. Дальше снова Исида и Шутара. Вот здесь сделали темнее цвет стрел Исиды, а здесь у Шутары на зонтике теперь есть центральная часть, которую в ТВ-версии забыли нарисовать. Дальше, во время удара Киринджи по щиту Хашвальта изменено освещение для лучшей читаемости ударов. Стало намного круче, как по мне. Ну и продолжаем тему крови на Аскине. Вот здесь лишнюю кровь убрали, а вот здесь уже забыли. Такие дела. Вот здесь у Эцу в Blu-ray теперь правильная курточка, а на спине правильный знак нулевого отряда, в отличие от ТВ-версии, где был нарисован символ, похожий на него. Вот здесь снова улучшили освещение. А вот здесь смешно, но у Исиды была голова слишком большого размера. Наверняка думал, кого бы еще придать. Здесь снова исправлен косяк с зонтом Шутары. А вот здесь снова забыли нарисовать те самые две черные линии. Кстати, насчет Аусвелена. В этой большой сцене в Blu-ray сделано множество исправлений, в основном связанных с тем, что Аусвелен имеет сильное синее свечение, которого не было вокруг штардритеров, на которых он применялся. Вы и сами можете сейчас в этом убедиться на скринах. Ну и под конец нам расцензурили череп одного из солдат, которые тоже попали под Аусвелен. А может, это такая отсылка на смерть Роберта Акутрона из манги, потому что там Аусвелен ободрал его до костей. В аниме же нет подтверждения его смерти. В 26-й серии целых 39 измененных сцен. Сразу видно, какую серию делали в спешке. Вот здесь Ичибей теперь более эпичен, когда его не засвечивают кресты Квинси. Здесь перерисован Уэцу.
Здесь добавили зубы в рот Лилье Баро. Сцена с простреленным Уэцу тоже перерисована. Теперь ступени нормального размера. А еще нам слегка расцензурили рану на плече. И снова рот Лилье. Вместе с крыльями, кстати. В сцене, когда Шутара зашивает раны Уэцу, в Blu-ray версии рана зашивается вместе с курткой. Как и дыра в груди, которая зашивается вместе с футболкой. Получается, этот навык чинит не только плоть? Или у нулевого отряда одежда — это часть их тела? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Дальше. В этой эпичной сцене исправлены лица, потому что в ТВ-версии все шинигами выглядели как уроды. Кроме Хикифуны, конечно, она всегда красотка. А еще в Blu-ray появился клевый отблеск на очках Уэцу. Огромная клетка из дерева Хикифуны тоже изменена. Вот вам сразу 3 пары скринов, чтобы было понятно, что именно поменялось. Ну и поехали дальше по косякам в рисовке. Когда Квинси и шинигами делятся на дуэльные пары, в ТВ-версии не были нарисованы их крылья и нимбы, которые были буквально в предыдущей сцене. Наверняка кто-то из лороведов на основе этого ляпа уже придумал очередную теорию. Также улучшены и сами дуэли. Шутара, например, связывает Жерара яркими желтыми нитями, а не красными, которые не сильно-то и выделяются на фоне. К тому же во время вязания руки у нее горели желтым, а не красным. Ну и исправлен, наверное, самый известный ляп, когда Шутара в ТВшке протыкала сердце Жерару отсутствующей рукой. Стычка Хикифуны и Перниды сильно не изменилась, разве что слегка изменена по освещению. Перниде добавили узор на нимб, и еще в одной сцене поставили его ровно на землю. В стычке Киринджи и Аскина теперь нет глупой зеленой лужи, в которую попал номинально быстрейший шинигами. Теперь лужа имеет цвет Аскина, фиолетовый. Также теперь он пользуется стрелами фиолетового цвета, а не синего, как рядовые Квинси. Ну и здесь же поправлен еще один глупый косяк с отсутствующими у Аскина крыльями. А вот здесь Уэцу уклоняется от выстрелов Лилье куда более правильно. Вот тут поменяли освещение в кадре, а тут дорисовали непонятно почему обрезанные крылья Лилье. И мы переходим к бою Яхве и Ичибея. Вот здесь изменен цвет Яхве, кастующего Блуд Вене Анхабен. Ну и вообще весь каст перерисован. А дальше нам показывают, как нулевой отряд проигрывает. И эта сцена тоже перерисована и перегруппирована. Принимается решение освободить печати из Банкая Шутары. И ей не только исправили кривое лицо, но и затемнили фон для большего пафоса. Сцена, где показываются окровавленные товарищи Шутары, перерисована вся, и все персонажи перемещены в пространстве. Ну и естественно, что самый эпичный и самый хайповый банкай всего второго Кура тоже был перерисован. Давайте я не буду затягивать с описанием каждой из сцен, тут их слишком много. Вы сами все видите на сравнениях. Отдельно стоит сказать про ляп с Исидой, который в ТВ-версии видел крест в круге, который появится только через пару секунд. Осталось только продолжение боя Ичибея и Яхве. Вот тут Дедану подрихтовали зубки, а во время изымания черноты перерисован и Урахара, и Акон, и еще один сотрудник лаборатории, потому что в ТВшке они выглядели очень не очень. Дальше же исправлен ляп со зрачками Ичибея, которых по идее не должно быть. Ну и удар по Яхве всей тьмой мира тоже перерисован, причем в лучшую сторону. А вот здесь еще и подсвечены некоторые его части, что делает сцену еще эпичнее. Ну и напоследок, круг над Ичибеем в ТВшке был смещен в сторону. Это исправили. Фу, это было поистине дотошное сравнение. Ты досмотрел до конца, так что обязательно напиши об этом в комментариях и получишь личный лайк от меня. Надеюсь, тебе было интересно. Теперь можешь щеголять этими бесполезными знаниями перед друзьями. Обязательно смотри другие ролики по Бличу. А на сегодня все. Всем Упс, я забыл ответить на самый популярный вопрос в комментариях. А где же я могу посмотреть улучшенную версию Блича? Вот вам мой ответ. В интернете! Blu-ray версия имеет тайминги отличные от ТВ-версии, поэтому вашей любимой фандаб команде придется приложить усилия, чтобы переделать свою озвучку под Blu-ray. Существует версия, где сразу несколько популярных озвучек были переделаны под Blu-ray энтузиастом, но никаких ссылок на пиратские сайты я вам дать не могу. Это прямо запрещено правилами Ютуба. А если вы будете кидать их в комментарии, они будут удаляться Ютубом автоматически. Единственное, что я могу, так это вставлять не пиратские ссылки, например, на мой Бусти или Discord сервер. Вот теперь точно. Всем удачи и всем пока.